Всем привет! Дадя-хао! Добро пожаловать на канал! Это видео полностью перевернет ваше представление о сложности китайского языка, потому что я вас научу, как правильно произносить китайские звуки, и вы поймете, что это вообще не сложно. Так что устраивайтесь поудобнее и не переключайтесь. В китайском языке существует понятие инициали и финали. Инициали – это согласный звук слога, а финали, в свою очередь, это гласный звук слога. Давайте посмотрим на таблицу. Итак, в верхней вертикальной строчке обозначены все возможные финали в китайском языке, а в верхнем столбце слева обозначены все возможные инициали в китайском языке. В этом видео мы с вами разберем финали и как их правильно произносить. Все финали я буду произносить первым тоном, но это не значит, что они употребляются только с первым тоном. Просто для удобства я буду произносить их первым тоном. Итак, первая финаль А, обычный звук А. У нас в русском языке есть такой звук, в английском языке, в принципе, во всех языках есть этот звук. Ма, на, ла, фа. Слышите, да, что обычный звук А. Следующая финаль О. Это финаль с некоторыми инициалями, то есть согласными. На письме обозначается как просто О, а с некоторыми инициалями обозначается как Ю английское и О. Но читаются и тот, и другой вариант как О, Мо, Но, Ло, Фо. Итак, звук О с инициалями П, П, М и Ф будет на письме обозначаться как просто О. А с другими инициалями будет на письме обозначаться как ЮО и тоже будет читаться как О. Более подробно это правило мы с вами разберем в следующих видео. Следующая финаль на письме обозначается как Е русская или И английская, читается как русская, но при произнесении этого звука обратите внимание, что у меня нижняя челюсть выдвигается немного вперед. Вот если я вот так вот сделаю, обратите внимание, что нижняя челюсть у меня будет немного выдвигаться вперед. Итак, понятно, что я сейчас немного утрированно объясняю. Вы не будете так в речи говорить прямо вот так вот. Нет, не будете. Но все равно для отработки вам нужно четко понимать, как произносится этот звук и как правильно двигать челюстью при произнесении этого звука. Так что, когда тренируетесь, делаем это утрированно. Вот так вот. Так и тренируемся. Следующая финаль Е. Эта финаль употребляется только с одной инициалью Y. И вместе это звук Е. Е. Итак, следующая финаль с некоторыми инициалями будет читаться как И, а с некоторыми инициалями будет читаться как И. Итак, давайте разберем, с какими же это будет И, а с какими это будет И. И мы произносим со следующими инициалями. Дз, Ц, С, Дж, Ш, Ч и Ж. А звук И мы произносим с остальными инициалями. П, П, М, Н, Л, Т, 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 Ч, С и Y в сочетании со звуком И будет читаться как И. Следующая финаль R. Эта финаль передается на письме с помощью латинских букв И, R. R, R, I. Эта финаль пишется как английская A и I, и вместе I,
Най. Следующая финаль. A. Пишется как и английское, и I. Читается как A. May. Lay. Fay. Следующая финаль звучит как Ow. Пишется как английское A и O вместе. Ow. Mau. Now. Foul. Low. Финаль. O. Английские буквы O и U. O. Mo. Low. No. Fo. Следующая финаль. An. Обычные английские буквы A и N. An. Man. Nan. Lan. Fan. Следующая финаль. N. На письме передается с помощью латинских букв И и N. N. Fen. Men. Nen. Финаль. An. Так, теперь нам нужно вспомнить английский язык. В английском языке есть понятие инговое окончание. In. Как же мы его произносим? Правильно, мы его произносим в нос. То есть звук такой должен быть носовой. Ан. Ан. И очень широкий. Ан. Ман. Нан. Фан. Лан. Чем этот звук отличается от обычного звука ан? Обычный звук ан короткий. Ан. Ан. А этот звук длинный и очень открытый. Ан. 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 Чувствуете разницу? Угу. Так и практикуйтесь дома. Следующая финаль. Н. Н. Она отличается от финале Н своей долготой. Почувствуйте разницу. Н. 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 И, конечно же, звук должен быть носовой. Н. 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 А теперь отличие между ан и н. Вы тоже должны это чувствовать и обязательно различать. Ан. Звук ан очень открытый, широкий, длинный, носовой. Звук н не такой открытый, не такой широкий, да, но также длинный и носовой. Ан. Н. Ан. Н. То есть тут звук идет ан, а здесь звук идет н, ан, н. Следующая финаль. Он. При произнесении этого звука обратите внимание, что губы должны сходиться вместе, как рыбка. Он. Не просто он, что-то такое говорить, промотать а он. То есть губы должны быть напряжены, они должны сходиться вместе, как рыбка такая. И звук носовой, длинный и, можно сказать, узкий такой, да? Следующая финаль. Я. Эта финаль употребляется только с 4 инициалями, такими как ля, дя, ча, ся. Об этом, конечно же, подробнее мы будем говорить в следующих видео. Следующая финаль. Яу на письме обозначается с помощью латинских букв I, A и O. И получается звук яу, ляу, мяу, няу. Следующая финаль. И на письме обозначается с помощью букв английских I и И. Ле, мье, не. Следующая финаль. Ил на письме обозначается с помощью английских букв I плюс U. Ил,
мю, ню, лю. Финаль йен пишется как I, A, N. Йен, мьен, ньен, льен. Следующая финаль ин пишется как I плюс N. Ин, мин, нин, лин. Следующая финаль звучит как ян. Во-первых, это звук носовой и довольно-таки открытый. Ян, ян, ньян, льян. Широкий звук и носовой. Ян. Следующая финаль. Ин, ин. Та же самая ин, как в английском языке. Носовая ин. Ин, мин, нин, лин. Следующая финаль. Йон, йон. Значит, у нас есть финаль он, а это финаль йон. Русский звук ё добавляется. Он, йон, он, йон. При произнесении этой финале губы также напряжены и вместе. Йон, йон, йон. Следующая финаль у. Обычный звук у. У, му, ну, фу, лу. Следующая финаль уа. На письме передается с помощью английских букв U плюс A. И получается уа, куа, хуа, хуа. Следующая финаль Y. На письме передается с помощью букв U, A плюс I. Y, quai, quai. Финаль way. Это английские буквы U плюс I. Way, хуэй, quay. Следующая финаль one. На письме передается с помощью букв U, A, N. One, нуан, луан. Финаль win. Это на письме английские буквы U плюс N. Лун, нун, тун. Следующая финаль ван, ван, хуан, куан. Итак, чем она отличается от финале one? Тем, что one более широкая и носовая. One, 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 one. Финаль ü на письме передается с помощью английской буквы U плюс две точки сверху. Ü, ü. Произнеся этот звук, губы вместе, губы сжаты, напряжены так. Ü, ü, ню, лю. Следующая финаль ü пишется как ю английская с двумя точками плюс и. Ю, ю, ню, лю. То есть мы сначала губы напрягаем, чтобы сделать звук ü, а потом открываем ю, ю, вместе врозь. Ю, ю. Еще одна финаль. Юэн. На письме это буквы Ю с двумя точками A и N. Юэн, юэн, тюэн, сюэн. И последняя финаль в китайском языке это юин. Обозначается с помощью Ю с двумя точками плюс N. Юин, юин, сюин, тюин. Чем эта финаль отличается от финале уин? Слышите разницу? Уин, юин, уин, юин, хун, чин, хун, чин.
Здесь звук У больше, а тут Ю. Ун, юн, ун, юн. Итак, на сегодня на этом все. Дома обязательно тренируйтесь, используя таблицу, к которой мы прибегали во время видео. Удачи вам и до скорых встреч! Пока-пока!